Ну, говоря про то, что мешает левому движению развиваться, все-таки, мне кажется, мы действительно провели достаточно интересную дискуссию, да, в которой много узнали о взглядах оппонента. И мне кажется, что если мы все-таки подведем итоги, мы заметим, что все-таки не сталинизм условно мешает левому движению развиваться. Мы нашли точки соприкосновения, да, то есть точки конфликта, да, то есть то, что выразили как проблема, да, то есть кружковщина, самоизоляция, прочее. И мне кажется, что достаточно наглядно убедились в том, что это не свойство какого-то этого аниме-сталинизма, там условного, да, это свойство какого-то вот левого движения, болезнь его, да, то есть вне зависимости от направленности идейной. В плане того, что я бы хотел сказать на завершающее слово, ну, во-первых, раз уж мой собеседник тоже решил донести аргумент про мифологизацию хвостизма, но я могу сказать, что на самом деле многие из этих аргументов применимы и к мифологизации и демонизации обратной стороны вот всех этих вот гоблинов, орков. Чем гоблин отличается от Дудя? Да? Это тот же самый правый интервьюер, который зарабатывает деньги, только пускает несколько иных людей к себе на канал. Да? Этим можно пользоваться, этим можно не пользоваться, я предпочитаю этим не пользоваться, мне кажется, что ну, конкретно с гоблином лучше дела не иметь, да, но тем не менее. Тут если мы так будем огульно друг друга обвинять, мы тоже никуда не приедем на самом деле. А ты в том-то и причина, извини меня, в том и была причина жесткого ответа к тебе, потому что ты реально, ты можешь этого не замечать, ты реально очень огульно обвинил движение, которое как бы в ходе дебатов весили, ты не до конца представляешь, все-таки давай это признаем, да, позицию и так далее. Дальше, ну, мы с вами живем в обществе, которое очень ориентировано, да, на построение мифа, на устраивание каких-то войн памяти. Мы сейчас видим, что хорошо ли или плохо, так или иначе мы с вами живем в обществе, где память, история, какие-то исторические явления являются не абстрактными фактами, вот как можем вспомнить там Флориана Гайера или огораживание, да, там, или колониализм, а являются оружием, инструментами в политической борьбе. Поэтому, когда мы вмешиваемся в эту дискуссию, а мы должны в ней участвовать, когда мы в ней участвуем, и когда мы поправляем своих товарищей, которые, как нам кажется, заблуждаются, а это естественно, потому что мы придерживаемся разных взглядов. Я уже это сказал в интервью до этого, я повторю эту мысль, что я категорически против идеи широкой антикапиталистической левой. Я считаю, что это мертворожденная идея, я считаю, что это идея, которая тянет нас назад. Вот одна из причин, почему я пришел на эти дебаты, это чтобы высказаться против нее, да, то есть вот эта идея, которая олицетворяла всю свою дорогу, как бы, да, и я вижу вот эту вот критику Рудова, там борьбу с сталинизмом именно частью защиты идеи вот этой вот широкой левой, да, то есть что там объединяться, но я искренне верю в то, что левые различных взглядов, оставаясь не объединенными в одну какую-то структуру, вполне могут друг с другом сотрудничать. Я считаю, что даже то, что мы сегодня собрались, провели эти дискуссии и не подрались, я надеюсь, что после дебатов никто никому нож как бы в спину не воткнет, это уже показатель того, что да, мы можем. И что вот одной из этих вот причин, почему мы вообще как Тенкис пошли на вот эту вот дискуссию, в том числе, чтобы показать, что не широкое левое, а левое сотрудничество. Да? И в плане режима, в плане того, что говорят, что там сейчас Сталин в истории и прочее, надо четко понимать, что мы с вами живем в правоконсервативном государстве. Да, в государстве, где правая идеология кристаллизируется. Все вот эти вот войны, вот львиная доля того, что Илья сказал, относится к сталинизму образца, ну, условному сталинизму образца 90-х годов, который умирает, который уходит в прошлое, потому что мы живем в другом государстве, мы живем в изменившихся условиях. Вот этот вот рынок идей, да, беспорядки, хаос 90-х годов, когда рожались совершенно удивительные идеологические мутанты, да, оно уходит в прошлое. И мы сейчас должны говорить в другом языке, другими терминами. И ты сейчас, обвиняя в мифологизации нас, сам мифологизировал нас самих. Да? То есть это достаточно хорошо видно. Мы свое сообщество создали 2 года назад, в нынешнем его состоянии, да, это Тенгиз Дрифит, чтобы каким-то образом помогать, да, то есть чтобы создать помощника агитатору, чтобы создать левое сообщество, которое, да, высказывало бы там какую-то альтернативную, более сталинистскую, условно говоря, точку зрения, но которое в целом помогало бы левым, да,
вести агитацию. У нас есть большая серия работ, да, там, например, почему мы сражаемся, серия статей с разбором политических идеологий различных, да, там и путинизма в том числе. Мы с самого начала вели эту борьбу за то, чтобы изменить немного ход дискуссии, да, в левом движении, принести какую-то новую струю, вот работать с этими вот приходящими советскими массами, чтобы они не остались брошены, не остались чтобы их не отталкивали вот огульными обвинениями в том, что они как-то неправильно высказались о фильме Дудя, прости господи, да, не приняли его. Они не приняли его, потому что в отличие от тебя они понимают, что Дудь использует это как оружие. Им всем наплевать на эти жертвы, на эту Колыму, на страх, нет у них никакого страха. У них это оружие для атаки на советскую идею, для атаки на коммунистическую идею. И мы видим, что вот люди это понимают. Вы этого не до конца поняли. И мне кажется, что мы никоим образом не устраиваем никаких препятствий на пути левого движения, наоборот. Я лично вижу, что мы не только создали достаточно популярное сообщество, да, то есть ну вот на том узком направлении фронта, на котором вот лично я работаю, да, мы создали сообщество, которое выросло численно с 2000 до 10 тысяч, да, которое публикует материалы актуальные, материалы современные, да, которое пытается, кстати говоря, изживать вот то, что ты назвал болезнями, да, вот консерватизм этот вот. Мы проводим эту борьбу и, кстати говоря, достаточно успешно, на мой взгляд, да, то есть. Ты как раз вспоминал статью, когда тебя постили, это было уже довольно давно же, чуть ли не год назад, с тех пор... Произошла эволюция. Эволюция произошла. Нет, кроме шуток, она действительно произошла, и до этих людей можно достучаться. Это не арпиловские бабушки какие-то демонизированные, это современные молодые люди. Их много, их реально много, с ними нужно работать. Сколько у меня времени закончилось? У тебя закончилось уже примерно как Виноват. Не мог тебя остановить. Все, товарищи, ну спасибо большое всем, кто пришел лично, и, наверное, раз нас еще смотрят, спасибо большое тем, кто смотрел, да, кто подписывался.